Приветствую, друзья! Несмотря на угрозы Трампа, Зеленского и прочих персонажей с максимально пониженной социальной ответственностью, мы видим, что карты нам говорят о скором окружении города Покровска и Доброполя. И русская армия в этом направлении сейчас ведет очень серьезную работу. И там, конечно, очень серьезная группировка натовской ЧВК ВСУ находится, потому что эти города, собственно, Пентагон обозначил, чтобы держали любой ценой. И, конечно же, туда для этого перебросили огромное количество натовских наемников. Причем, если ранее режимники Зеленского рассказывали, что еще боев никаких в городе Покровске нет, то по факту уже натовская ЧВК ВСУ из 155-й бригады уже выложила даже видео, где четко видно, что натовский танк уже вовсю работает в городе Покровске. И таким образом можно, конечно же, сделать вывод, что все вот эти заявления штаба Зеленского о том, что к Покровску еще не подошли, по факту просто ложь. Ну а, собственно, реалии на поле боя сейчас просто говорят о том, что внутри уже города Покровска идут серьезные бои. На других направлениях также не стихают бои, и, конечно же, наши операторы дронов там в усилении фронта жгут натовскую технику. Ну, а режимники Зеленского и различные аналитики признают, что вот в отношении Днепропетровской области там по факту русская армия пошла в серьезное наступление. И, конечно, сейчас там у натовских наемников очень и очень серьезные проблемы. И по этому поводу они сигнализируют и обозначают, что в Днепропетровской области также в русской армии фактически каждый день есть существенные продвижения. В Сумской области сегодня также село Юнаковка перешло под полный контроль русской армии. Ну и натовские наемники также вынуждены это обозначить были, хоть и с пометкой, что якобы возможно натовские наемники имеют там шанс контратаковать, но, как говорится, это не точно. Ну и, собственно, в Купянске сейчас там идут очень жесткие бои, и уже, как мы видим, половина города фактически под контролем наших войск. И сейчас там также, собственно, очень серьезное количество подкреплений натовская ЧВК туда бросила. Ну и пытаются удержать город. На этом фоне в сети попадается все больше видео, где четко видно, что наши российские операторы гражданских ни в коем случае не трогают. И на кадрах можно заметить, что гражданский обозначился, что, собственно, он не из натовской ЧВК ВСУ, и наш дрон просто полетел себе дальше по делам. Параллельно с этим ВКС РФ крайне серьезно обрабатывает объекты натовской ЧВК ВСУ по всей линии фронта очень и очень серьезным образом. И на кадрах можно заметить, что авиабомбы с модулем коррекции планирования падают на головы натовских наемников с завидной регулярностью. Ну а различные натовские инженеры объясняют, что сейчас на поле боя появляется все больше и больше новых дронов камикадзе Lancet. И эти дроны, они обладают гораздо более устойчивой связью, очень мощной антенной, они очень защищены от различных средств РЭП. И, естественно, сейчас уже вот ИИ фактически направляет этот дрон на цель, и этот дрон во многом может дальше идти без оператора. Ну и также новый Lancet, он примечателен тем, что имеет повышенную дальность. И это для натовских наемников очень и очень, знаете, такой нехороший сюрприз. И очевидно, натовские наемники вот подчеркивают, что вот промышленность российская сейчас настолько быстро адаптируется к новым реалиям и настолько быстро вводит различные нововведения в боевую технику и в дроны, что это уже действительно очень и очень угрожающая тенденция. Получается, с учетом опыта боевых действий против блока НАТО, сразу же наши инженеры вносят необходимые коррективы в дрон камикадзе Lancet и в другие дроны и запускают их в серийное производство. Это, конечно же, очень серьезные звоночки для всего натовского недорейха, потому что на других направлениях там похожая история. И можно обратить внимание на видео, как в Черном море уничтожают натовские надводные дроны камикадзе с применением тех самых дронов камикадзе Lancet, которые себя в этом деле очень качественно зарекомендовали. И получается, разведывательный дрон от Lancet корпорации ЗАЛ
он фиксирует, где конкретно эти дроны находятся, ну и дальше, собственно, делает техники, по ним уже прилетает дрон Камикадзе, который четко бьет в цель и каким-то образом противодействует режимники Зеленского от подобной тактики особо еще не знают, потому что на самом-то деле, что им максимально светит, так это попытаться сбивать разведывательный дрон, ну и, собственно, таким образом как-то отбивать атаку ланцетов. Ну а в принципе сейчас это достаточно действенный инструментарий уничтожения натовских надводных дронов. Из интересного, кстати, в сети появилось видео, каким образом ВКС РФ атакуют объекты натовской ЧВК ВСУ и различные предприятия крупноузловой сборки натовского ВПК. И, собственно, на кадрах можно заметить, что пожарная машина подъехала на объект для того, чтобы тушить пожар, но тем не менее дроны продолжают падать один за одним и таким образом добивают предприятие или военный объект. Тут точно непонятно на видео, но показательно, собственно, сама эта история с учетом того, что если ВКС РФ бьют, то это очень наверняка. Но в Соединенных Штатах Америки Трамп уже решил окончательно мутировать в Байдена и начал уже заявлять о том, что российская экономика лежит в руинах, там все очень плохо и так далее. Но на самом-то деле цифры, они с Трампом не согласны, как, собственно, были не согласны и с Байденом. И они, кстати, говорят, что из года в год фактически российская экономика, особенно с учетом роста ВВП, она на самом-то деле в несколько раз, так сказать, развивается более динамично, нежели американская. И получается, что если просто сравнивать по годам, то Соединенные Штаты Америки для того, чтобы достичь уровня роста экономики, как в России, должны еще очень серьезно поработать. Ну, а с учетом их госдолга, это вообще какой-то серьезный рост им не светит от слова совсем. Но, тем не менее, Трамп продолжает, как попугай, просто повторять риторику Байдена. Правда, есть все-таки некоторые отличия, потому что Трамп решил просто максимально жестко зарабатывать, особенно на странах Евросоюза. И уже глава европейской дипломатии Кая Каллас возмутилась тем, что, мол, подождите, но Соединенные Штаты Америки начинали прокси-войну против России, а Евросоюз был на вторых ролях в этой всей истории. А сейчас получается, что США просто оставляют Евросоюз как, собственно, главного организатора, финансиста и планировщика, получается. А это Евросоюзу, мягко говоря, не нравится, потому что, конечно, это все чревато просто колоссальными затратами, которые уже начинают нести страны Евросоюза. Поэтому глава европейской дипломатии обозначает, что прокси-война против России не может быть только на плечах Евросоюза, и по этому поводу идет уже фактически публичное возмущение. А это на самом-то деле хорошо, потому что это очень серьезные противоречия внутри нашего противника, и здесь можно разве что им пожелать только творческих успехов в этом направлении, чтобы они почаще между собой ссорились, дрались, ну и, собственно, пытались переложить друг на друга основные затраты и тяготы войны. И не случайно на этом фоне уже Зеленский прям тоже как попугай начинает повторять, что как только перемирие, значит, настанет, он выборы заблаговолит объявить. Хотя по факту Российской Федерации выборы нафиг не нужны, потому что после выборов нужно в любом случае проводить референдум по современным, так сказать, реалиям территориальным. Ну а об этом никто не говорит и не планирует говорить в натовском недорехе Зеленского. И в США хотят об этом не говорить, и в Британии, и в Евросоюзе. А ведь это фундаментальные на самом-то деле вещи. Без референдума не будет нормального, серьезного мира на десятилетия. Причем не только касательно новых регионов Российской Федерации, а и референдума касательно самоопределения остальных регионов Украины, в которых референдум еще не проходил. Сегодня, кстати, также в Организации Объединенных Наций выступал Нетаньяху, тот самый персонаж, который лично отвечает вместе с Трампом за геноцид в секторе Газа, и со своими подельниками там эта история продолжается, и, собственно, убийства массовые там не прекратились, и этот персонаж в ООН
он, естественно, пробовал выступать, но абсолютное большинство делегаций просто в знак протеста покинули зал, и, собственно, Нетаньяху, можно сказать, так же, как и Зеленский, выступал перед фактически пустым залом. И это просто очень серьезный показатель того, каким образом относятся к военным преступникам, что к Зеленскому, что, собственно, к Нетаньяху. Примечательно то, что со стран Евросоюза уже отправляется не один караван с кораблей, груженных гуманитаркой. И режим Нетаньяху все эти корабли фактически блокирует и арестовывает людей, и таким образом не дает к сектору Газа просто чтобы подошли, собственно, корабли с гуманитаркой. И для того, чтобы это уже пресечь на корню, так сказать, угомонить военных режима Нетаньяху, то сейчас уже с Италии отправился боевой корабль для того, чтобы сопровождать эту флотилию с гуманитарной помощью. И с Испании также уже отправился соответствующий боевой корабль. Поэтому режиму Нетаньяху будет очень проблематично в этот раз каким-то образом блокировать флотилию с гуманитарной помощью. Ну а Соединенные Штаты Америки тем временем в Карибском море продолжают нагнетать ситуацию и обозначают уже присутствие своего штаба сил специальных операций морского, уже подогнали, так сказать, туда, и уже идут провокации в 50 милях от побережья Венесуэлы вовсю. Американские эсминцы там уже, собственно, показываются с учетом того, каким образом они и где будут атаковать. И в этом плане мы видим, что все-таки Соединенные Штаты Америки серьезно настроены для того, чтобы по Венесуэле нанести удар. Венесуэла, в свою очередь, готовится также к этому удару, и уже даже учения проводит, каким образом через метрополитен перебрасывать оружие, личный состав и технику военную для того, чтобы, собственно, эффективно уничтожать американских оккупантов. Ну а в самих США сейчас разгорается истерия в отношении того, что всех генералов со всего мира все-таки хочет новый министр обороны видеть на одном совещании, где будет выступать и Трамп. И в этом отношении очевидно, что уже многие гадают, а что же там произойдет, что же Трамп такого заявит. И многие начинают переживать, что Трамп может быть, вывести все войска с Евросоюза, предложит. Хотя на самом-то деле это все-таки из мира фантастики история, потому что американцы оккупируют страны Европы еще, знаете, со времен Второй мировой войны. И уходить оттуда добровольно, конечно же, не будут. Ну а пока в Китае уже вовсю тестируют истребитель 6-го поколения. И, кстати, судя по всему, достаточно успешно. Мы видим, что в Грузии там местные различные активисты очень активно реагируют на заявление Зеленского в отношении того, что там не хватает свободы слова и, свободы самовыражения. И обычные грузины сейчас просто на бигбордах с персонажами, натовскими наемниками, которые погибли в ЧВК ВСУ, там просто на этих бигбордах различных рисуют соответствующие, так сказать, изображения и таким образом открыто самовыражаются. То есть то на самом-то деле, чего хотел, видимо, Зеленский. Ну а в самом недорехе Зеленского сейчас активно закручивают гайки в отношении похищения людей бандами ТЦК. И уже по умолчанию сейчас просто всех мужчин объявят в розыск, которые не зарегистрировались в ТЦК и в приложении Резерв Плюс. И таким образом, естественно, банды ТЦКшников могут гораздо большее количество людей похитить. И в этом отношении, конечно же, недофюрер готовится к новым, так сказать, контрнаступам. И в этом отношении, естественно, идет соответствующая политика с Киева. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка по традиции в описании. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на канал в нашем национальном мессенджере МАХ. Ссылка точно так же в описании. До скорого.